Мы снимаем в таком живописном месте. Не совсем живописный ритуал. Возврат и воздаяние. Итак, друзья мои, для новичков хочу сказать, что если вы привыкли где-то там видеть, вот смотри до конца ролика, и у тебя будет счастье и все такое, это все похоже все равно на то, как бы посмотреть на мужика 2 часа и забеременеть от этого. Это одно и то же. Пока вы сами лично не проведете, у вас результата не будет. Единственное, я вам еще раз объясняю, что денежные заговоры, когда повторяете мысленно, они могут сработать, но, конечно, не на полную силу. Поэтому просто посмотреть недостаточно. И вот эти все онлайн-чистки, где там надо вот просто сидеть и смотреть, я чищу, очищаю у всех зрителей, все снимаю, очищаю. Вас уже тысячи, вот только сейчас 1354 человека. Как вы думаете? У каждого свой род, у каждого своя генетика, у каждого свои проблемы, своя судьба. Возможно, вот так сидеть и всех вас очищать. А потом внизу написано: и позолотите рученьку, я вас всех очистила, вот карточку. Уж не побрезгуйте отправить денежки. Мне сегодня уже спросили, а куда отправить деньги за чистку? Какие деньги? Деньги я беру за свою работу, когда я непосредственно с человеком работаю, я беру свою плату. И в отличие от многих, конечно, беру просто символическую, если честно. Потому что тут, оказывается, миллионы крутят люди, а мы даже не знали. Я даже не понимаю, что надо говорить такое, чтобы тебе дали 2 миллиона, например. Понятия не имею. Как надо напугать, как надо, я не знаю, и какой лохушкой надо быть, чтобы тебя так напугали, что ты 2 миллиона выложила, дом продала и принесла. Ну, не будем об этом, ладно. Никакие донаты здесь нет, никакие платы не нужны. Я провожу для того, чтобы мы все вместе соединили свою энергию и провели вместе ритуал чистки. Тогда она срабатывает намного сильнее. Вообще христианство откуда переняло эти все молебны вместе, да, совместные, все эти совместные молитвы, ритуалы и так далее. Это все издревле, когда люди собирали воедино всю свою энергию и вот соединяли эту энергию, тогда она срабатывала лучше. Что они там просили? Благополучие для своей страны, исцеление чего-то и так далее. Энергию воедино. Почему говорят, давайте там за кого-то помолимся все вместе? Хотя христианский Бог, конечно, не особо спешит отвечать на ваши молитвы, но, по крайней мере, оттуда традиция. Все вместе помолимся за кого-то или попросим. То есть соединим энергии. Я к тому, что недостаточно просто посмотреть. Это для лентяев и для людей, у которых мозгов очень мало. Объясню почему. Потому что, легче простого, да? Включила, посмотри до конца, и будет тебе счастье. А почему это делается? Потому что там подключена реклама. Чем больше людей там просто хотя бы ради интереса, ради любопытства. Прислони жопу к экрану. Да, и будет тебе хорошо. Или высунь задницу с окна, намажь медом и скажи: липните, мужики, старые да богатые. И вот все прилипнут. Прилипнут мужики в белых халатах, может быть. Но это вам счастья не принесет. То есть я хочу вам объяснить вот принцип, что мы сейчас делаем. Мы через экран вас не просто вместе садимся, и каждый в своем доме все, что нужно, подготовил и садится. Просто вместе проводим ритуал. Этот ритуал новый, его нету. Это очень сильный ритуал. Мы только это проведем сегодня. Этого достаточно, потому что он действительно очень сильный. Даже когда я записывала, там переписывала, уже тогда чувствуется, как тебя трясет. Поэтому больше нет нужды дальше идти. Это будет длиться, может быть, где-то час с чем-то, да, вот, в общем, поснимаем. Яна будет снимать. Большая просьба всем. Я понимаю, что вы знаете, что я знаю несколько языков. Это очень приятно, но это русскоязычный чат, поэтому пишем на русском языке.
Если вы под роликом напишите на другом языке, да, пожалуйста, я вам отвечу, если у меня будет время. Это не страшно, потому что это уже другой. А когда здесь пишут на других языках, вы поймите, всегда язык, который непонятен, вызывает агрессию. А вдруг там оскорбление, а вдруг там чего-то еще. Понимаете, о чем речь? Я понимаю, что это все нормально, но не всем объяснишь. И времени нет сидеть и объяснять. Поэтому уважайте всех зрителей и пишем на том языке, который всем понятен. Дальше что у нас? Значит, у меня здесь зверобой, свечи определенное количество, соль. У нас... соль сейчас сейчас Яна принесет. Соль, вода, банка, потому как, ну, чтобы удобно было вынести и выкинуть это все. Почему банка? Да потому что оно испачкается. И емкость, которую вы используете, уже нельзя будет дома держать. Поэтому возьмите то, что вам удобно. Желательно стеклянные. Не стоит такое, не пластик, потому что он может не выдержать свечу и вот эти вот как бы яркие вспышки. Потом мы с вами еще сделаем совместный ритуал. Пока что чистка. Ну, что еще вам сказать? Что сказать? Виснет, перезагрузить, чтобы не висло. Сейчас за мной будете повторять эти слова, а потом, то есть, кто не успел сделать вместе со всеми, естественно, можете делать отдельно для себя, когда у вас будет время. Это не трагедия. Просто вместе, совместно намного удобнее. Итак, все, Ян, снимай. Угу. Давай так сяду. Ой, что ли. Свечи эти, они больше для освещения. Можете брать черный воск, можете брать обычный воск. Здесь не принципиально, просто черного цвета в природе не существует. Черный цвет – это соединение всех цветов. И именно поэтому мантии черные или фиолетовые, которые тоже, впрочем, соединение всех цветов. Но фиолетовый он в природе есть. Фиг будет гореть. Ну, это не страшно. Даже если не будут гореть, это всего лишь для освещения. Для общего просто. Чтобы кормить огнем, энергией огня, духов, которых мы во время каждого ритуала призываем. Потом зажгу. Значит, так. С чем связан этот ритуал? Что будет впоследствии? Во-первых, каждый раз, я вам говорю, раз в месяц хотя бы, 2-3 месяца, очищайте свою энергию. Сейчас раз пока туда, прям чтобы вот крутую была соленая вода. Очищаем свою энергию, потому что, дорогие друзья, даже если вам кажется, что вам завидовать нечему, вот каждый из нас говорит, а чему завидовать? Как ты этого добиваешься? Прервалось чуть-чуть. Да? Ничего. То есть людям не объяснить трудности твоей жизни, они видят уже результат. Поэтому зависть, естественно, будет. Это привыкните к этому. Так, все, достаточно, думаю. Так. И раз в несколько месяцев желательно очищать свою энергетику. И не только очищать, но еще и отправлять назад все, что вам сказано, сделано, а может и наведено где-то. Я вам объясню, что если, конечно, вам наведена смертная порча или разорение семьи, или перекрытие денежных дорог и прочее, понятное дело, что с этим должна работать ведьма. Вы не сможете это снять. Это тоже надо учесть. Но такие чистки, они могут отсрочить. То есть помочь вам, по крайней мере, выиграть время, пока вы соберетесь, материально ли, морально ли, это все убрать. Понимаете? Это я так перемешиваю просто чуть-чуть, чтобы... Вот. Но проблемы на работе, но остановка в деньгах какая-то такая вот, торможение, оно часто бывает, когда начинается зависть. Дела тормозятся, останавливаются, скажем так,
как-то вперед не идет, все стоит. И это означает, что опять началось. Опять сглаз, опять зависть, и это надо очищать. Если вы делаете ритуалы регулярно, они будут приходить, вот эти вот энергии, да, отрицательные, уходить. Но зачем ждать, пока они сами уйдут? Если можно, даже люди, с которыми я работаю, которым я помогаю, в любом случае, даже этим людям сказано, как только у вас будут перемены, как только у вас все начнет меняться, через некоторое время вы заметите определенный дискомфорт, поскольку люди видят, что вы лучше одеваетесь, лучше кушаете, вот, дом купили и так далее. Конечно, это не нравится. Понимаете, вот вы ходите, я уже говорила, да, в шубе выходишь, никто не знает, чего тебе стоило накопить на эту шубу, сколько ты до этого прошла голодных лет. Никого это не волнует. Ну, вон сидят на лавочке, и вот ты в шубе прошла, и вот они тебе там вслед чего только не пожелали. И ты чуть не попала в аварию. Понимаете? Казалось бы, ну, вот я сейчас сяду и скажу, а вы знаете, как это непросто, нелегко подниматься, да знаете, сколько всего надо делать. Да им вообще параллельно, сколько надо делать и чего надо. Они-то думают, что вы сидите, а деньги сверху летят. Как у меня тетка моя, которая тоже очень любит чужие деньги считать, вообще обожает. Ну, уточню, мамина сестра, одна из ее сестер, она такая. Неплохой человек, но вот прямо... И вот она мне пишет, а чё ты так ранним утром проснулась? Я говорю, я еще не ложилась спать. Да? А почему? Я говорю, ну я это сейчас лопату возьму, пойду деньги собирать, выгребать. Ты что, шутишь, что ли? Я говорю, нет, не шучу. Вам же всем кажется, что мы тут Москва. Одно название. Ян, когда я написала в Одноклассниках Москва, многие мои друзья меня вычеркнули из друзей. Я же говорила, что девочка, которая здесь ухаживала за больной теткой, и она оставила ей квартиру. И вот она поехала к себе домой, и одноклассница встретилась. Начали разговаривать, что я вот уже в Москве живу. Ну, у меня там квартира, просто вот женщина оставила. Тоже люди, знаешь, так наивно, по чистоте сердечной рассказывает. И она, говорит, так бросила сумку, которую несла вместе со мной, и сказала, а теперь сама иди и вообще, и чтоб ты не доехала, чтоб ты сдохла. Она говорит, я стою так, у меня прям аж глаза округлились от этого. То есть человек даже не скрывает свою ненависть, зависть, понимаете? Чтоб ты не доехала. Конечно. Так. Сказано зверобой, значит зверобой. Никакие шалфеи и гармалы тут не нужны. Я же сказала, зверобой, могильник можно, календула. Значит, гармалу, могильник можно? Да, да, да. А я тут сижу. Ну, ничего страшного, она просто не знает. Я сказала, что из этих можно, не обязательно, что если нет травы в данный момент, вы можете без травы обойтись, но когда будете уже отдельно делать, нужна трава. Ну, полынь, да, подойдет, полынь тоже подойдет. Нужна трава, ну, чтобы оно более так эффективно получилось, если вы будете в одиночку делать. А вместе со всеми энергетически, вот это более сильный такой момент, не обязательно, но желательно. Чем больше вы наберете, бессмертник, нет, бессмертник нельзя. Это совсем другое предназначение. Итак, берем 6 свечей, вот 6 показываю, и начинаем между собой вот так вот крутим. Эти два сюда. Ну, в общем, крутим эти свечи так, чтобы вам удобно было потом их зажигать. Вот так. Ну, это можно со всеми вместе. В общем, вот так. Вот сейчас будет нам фейерверк. Угу. Могут забанить, если эти лайки не настоящие. Если они больше, чем зрителей. Ну, это так. Не всегда. Сейчас уже другие правила, собственно говоря. Так. Давайте. Я уже сказала, что и черные свечи лучше всего. Но можно и такие. Показываю вам на обычных свечах,
чтобы всем было удобно. Вот таким образом крутите теперь свечи. Пока я разговариваю с вами, 6 свечей вот вместе скрутите. Собака? Ну какая-то собака, да. Что там, блин? Небольшие собаки схватили ее. Кого ее? Эту собаку бедную. Не знаю. Пойдем проверим? Да блин. Да это деревня, здесь много звуков, Инга, хватит отвлекаться. Не могу, мне когда... Может, это и не собака. Может, бабулька тащит скрипучую телегу. Ну, просто не похоже на собаку, но что-то... А соль в воду надо, спрашивать? Вот вопрос, который... Вот соль, видите? Я бросила соль в воду. И теперь кручу эти свечи. Я сказала те травы, которые можно. Все. Остальные нельзя. А я сейчас начну блокировать. Да. У нас товарищ Берия сидит, так что вы ее не злите. У нас тут пока кружок очумелые ручки. Лепим из воска. Угу. Все. Я думаю, что все готовы. Теперь начинаем. Давайте, мне так удобнее. Я возьму текст. Зажигаем траву. Просто звук идет со стороны трассы. А там Не, очень мне может кажется, быть, что там. там просто может быть машина, вот это вот звук, скрежет машина. Я всегда на чеку, кому надо помочь. Спасатели всей Руси. Мгм. Да, вот видишь, уже по-другому. Здесь немножко сыро сегодня, поэтому будет немножко плохо гореть. Но ничего страшного. Я постепенно это делаю, для того, чтобы вы все успевали готовиться за мной. И те, кто только зашел, и все остальные. Мгм. Да что ж такое, ну? Сегодня прям как специально. Давайте водкой плеснем. Не поможет. Она немножко сырая стала, может быть, в подвале. Хотя навряд ли. Она, наверное, изначально была такая. Угу. У нас тут зритель уже 3000 с чем-то. Угу. Так. Все ждут, пока мы траву разожмем. Не, ничего, они готовятся. У них есть занятия, им нужно Чистку готовиться. можно делать на улице, конечно. Используйте пока лето. Время это прекрасное. Можно сделать хоть где. Это не имеет такого значения. Пускай свеча горит, и постепенно будет гореть и трава в том числе. Раз уж такое дело. Так. Угу. Ну все. Пусть горит, и
Главное, чтобы немножко горела трава. Говорю, это дополнение, это не как бы не обязательно. Итак, теперь можете спичкой зажигать, можете другими свечами. Сначала крутите над головой, это не буду показывать. Давайте я сниму сзади. Давай. Давайте. Так, Снимаю. хорошо. Сейчас я сожгу. Рановато, батенька. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Угу. Так, я Зену сняла как-то. Они сейчас только едят, пользуясь случаем, что я каждый день готовлю, и рабочим, и вообще. Лучше не надо над головой. Вот надо было их вот в кончик весь в один сделать. Это не нужно так, чтобы прям капало. Вот показываю, смотрите. Вот таким вот образом, чтобы вот эта часть головы, потому что это и есть ваша, называется антенна, ваша связь с космосом, или как хотите. Вот эта часть головы, чтобы она просто переняла всю эту черноту. Когда я очищаю человека, выходит вот отсюда, вытягивается. Вот. Неважно, по часовой, против часовой. Главное, чтобы вот эта часть ваша переняла. Вот, видите? Вот так. А теперь капаете сюда. Оно может очень сильно чернеть и коптить, смотря сколько всего у вас всякого. Если вы чувствуете, что еще есть необходимость повторить, то есть ощущение, что у вас вроде ушло, что-то легче стало, но вам хочется еще, вы можете 3 раза эту свечу скрутить, читать, капать туда, и читать нужно 6 раз. После чего просто капаем воск сюда, воду с солью. А соль вы знаете, что терпение, текст тоже будет. А соль вы знаете, что вытаскивает, вытягивает всякую гниль, всякую черноту не только с продуктов, но и с энергии человека. Итак, со мной повторяем. 6 свечей вместе свиты, перевиты. Да ими дела моих врагов перебиты, да ими злые умыслы разбиты, да делам врагов моих пустое дно, чтобы их в бездну да в мрак унесло, а дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча горит, а воск тает. Так и враги мои отступают, так и дела их в огне яро изгорают. Все ваши опои, да окормы, да злые разговоры, да что шептали мне вслед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне ярой сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери. Без возврата, без отката. Читаю медленно, чтобы вы успели. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит, мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад отправляет. Гори, огонь, ярой силой. Бери свечи, как откуп и подношение. Да будет благим мое очищение. Дороги мои откроются отныне. Я не свечу сжигаю, я душу врагов в огне сжигаю. Дела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло.
без отката, без возврата, по 100-кратно, заклято. Поскольку я медленно читаю, естественно, свеча быстро горит. Но вы будете быстрее читать, и 6 раз вам эта свеча, его достаточно. Если здесь не хватит, я еще скручу и дочитаю с вами. Обновляйте слово, я потом запомню сейчас править. Еще раз читаем. 6 свечей вместе свиты, перевиты. Да ими дела моих врагов перебиты. Да ими злые умыслы разбиты. Да делам врагов моих пустое дно, чтобы их в бездну да в мрак унесло. А дороги их перевязаны. С вами, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча сгорит, а воск растает. Так и враги мои отступают, так и дела их в огне ярой сгорают. Все ваши опои да окормы, да злые разговоры, да что шептали мне вослед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне ярой сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот тебе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит, мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад отправляет. Гори огонь ярой силой. Бери свечи, как откуп и подношение. Да будет благим мое очищение. Дороги мои откроются отныне. Я не свечу сжигаю, я души врагов в огне сжигаю. Дела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло, без отката, без возврата, по 100-кратно, заклято. Я хочу, чтобы вы очень серьезно относились к таким вещам. Это реально работает, и это очень сильные, скажем так, сильные энергии, с которыми мы с вами работаем. Что может произойти обычно? Вы понимаете, когда человек делает чистки, закрывает себя от врагов, читает защиты от них и так далее, даже если против него говорят или промышляют, или пытаются там навредить, у них ничего не получается. Абсолютно. Все их дела, все их слова, все их действия абсолютно уходят в никуда. То есть они бесполезны. Знаешь, я аж прям проснулась. Я сегодня очень уставшая была, если честно. Прям, такое состояние. А сейчас прям очнулась. Теперь сделаем такой еврейский ход конем. Давай я буду снимать, я крути свечи. Да. Ух и ты. очищайся. Давайте. Ой. Это рыжовка? Да. Так, ладно, 6 штук. Угу. Заодно и как бы народ увидит, как надо, тем, кто только... Да, вы капаете эту свечу и начинайте крутить новую. Если она у вас не догорела, можете кинуть уже в эту воду и начать крутить новую свечу. Поэтому я сказала, достаточное количество свечей возьмите себе. Так. Мне легче стало, если честно. У меня такое ощущение было в эти дни, во-первых, и усталость. Ну, сказать, что мне там кто-то что-то делает, это очень смешно. Может, и делают, знать не знаю и не интересуюсь, потому что для меня это несерьезно. Но, более профессионально. Но ощущение было прям усталости очень. Много дел и всего-всего вообще. А сейчас резко стало хорошо. Крути. Так. Угу. А теперь сделать так, чтобы все они начали гореть, эти свечи. Вот. И читай текст. Нельзя ни зеленый воск, ни красный. Тот, который сказано.
Нет пока денег на свечи, значит, делайте другие ритуалы без свечей. Потом у вас появятся деньги и на свечи. Мне кажется, ни одного Говорю ритуала вам без серьезно. свечения. А, шепотки. Есть шепотки. Так, давай, читай. Только здесь обновляю. Запомни это слово. Все. 6 свечей вместе свиты, перевиты, да ими дела моих врагов перебиты, да ими злые умыслы разбиты, да делам врагов моих пустое дно. Щас. Чтобы их в бездну, да в мрак унесло, а дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Тихо читай, чтобы повторяли. Свеча сгорит, а воск растает, так и враги мои отступают, так и дела их в огне яром сгорают. Все ваши опои да окормы, да злые разговоры, да что шептали мне вослед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне яром сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, без возврата, без отката, от меня ваша скверна отходит. Обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит. Мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад отправляет. Гори огонь ярой силой. Бери свечи, как откуп и подношение. Да будет благим мое очищение. Дороги мои откроются отныне. Я не свечу сжигаю. Я души врагов в огне сжигаю. Дела их злые разбиваю. Вернись обратно зло без отката, без возврата, во 100-кратно заклято. Отлично. Уи, как она у меня. Видишь, как коптит? Ведь реально коптит. Вообще вся за... Вот. Блин. Вот чуть-чуть подними свечу. Я сейчас эту вытащу, чтобы место освободить. Вот так можете, кстати, вот это вот уродство вот сюда кинуть и дальше. Смотрите, какая гадость. Ладно, понятно, что свеча она и так, но если вот просто возьмете и покапаете где-нибудь, да, свечу, просто воду, ну, получится, там воск соберется в одну кучу. А когда чистка, всегда такая мерзость выходит, как вот просто блевотина какая-то. Во. Потому что очищается. Давай еще раз читай. И чуть помедленнее, чтобы все за тобой успевали. 6 свечей вместе свиты, перевиты, да ими дела моих врагов перебиты, да ими злые умыслы разбиты, да делам врагов моих пустое дно, чтобы их в бездну да в мрак унесло, а дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча сгорит, а воск растает. Так и враги мои отступают, так и дела их в огне яром сгорают. Все ваши опои, да кормы, да злые разговоры, да что шептали мне вослед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне яром сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит. Мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад отправляет. Гори, огонь ярой силой. Бери свечи, как откуп и подношение. Да будет благим мое очищение. Дороги мои откроются отныне. Я не свечу сжигаю. Я души врагов в огне сжигаю. Дела их злые разбиваю. Вернись обратно зло. Без отката, без возврата, во 100-кратно
заклято. Сейчас свеча вон черная. Вот, докапай до конца. Еще раз напоминаю, стандартно 6 раз, но если вы считаете, что вам недостаточно, вам нужно больше очищаться, значит, начитывайте на вот эту свечу, вот несколько, да, 6 свечей. Начитали несколько раз, вот она догорела, докапали, можете еще раз скрутить, еще раз, значит, до того момента, пока вам вот такое внутреннее состояние не подскажет, что этого достаточно, что вам легче стало. Теперь, что из этого следует, что может быть после этого? Во-первых, вам станет легче. Во-вторых, вы поймите, что не всегда, не обязательно, чтобы были профессиональные колдуны, чародеи, чтобы ходили по кладбищам, там что-то делали и так далее. Чаще всего это сглаз, чаще всего это недобрые взгляды соседей, чаще всего это нехорошие пожелания подруг, заклятых, и такое есть, да? То есть это все воедино собирается, и у человека начинается злость, раздражительность, усталость, постоянно какие-то денежные затраты и много всего. Когда вы это все делаете, все это идет к тем людям, которые как бы это все волей-неволей, желая или нет, вам отправили. Они себе забирают это. Ведь я считаю, что это справедливо, если ты выходишь, никого не трогаешь, никому ничего не делаешь. Закройте рот, Светлана. Куда иголки и прочее, я вам скажу, когда придет время, в конце концов. Сильно спешите на трамвай? Вот. И я считаю, что если люди ни с того, ни с сего, ни за что, да, даже просто вы проходите, они открывают рот, это не обязательно. Может, чуть-чуть пока сделать. То есть они просто так говорят вещи, которые, ну, совместимы с вашей жизнью, сплетни это или такое, знаете, злорадство, это не важно. Они должны это получить обратно, если то, что они сказали, несправедливо. Вот о чем речь. Потом, если у кого-то банка лопнула, это значит, что это не просто зависть, что это, ну, просто намеренное, скажем так, как вам сказать, обычно говорили, лопнул черный глаз. Это намеренное вредительство. Значит, человек что-то против вас просто вот натурально промышляет. Ну, мало ли, может, вы вместе работаете, она там на вас там капает каким-то органом и прочее. Да, если воск черный быстро сгорает, просто коптится, это означает, что у вас в основном энергетические вампиры вокруг. То есть вашу энергию, вашу силу жизненную берут энергетические вампиры. Значит, вы работаете с такими людьми, которые у вас вытаскивают, вытягивают. Да, может, соседи, может, даже родственники могут просто быть такие. Даже мать может быть энергетический вампир, который достает своими нравоучениями и так далее. Понимаете? То есть различные. Чем сильнее она проявляется, чем чернее, чем коптится, чем лопается, не знаю, вам еще раз приходится это все менять. То есть чем больше последствий, тем больше зависти, ненависти и злости. Дальше. Еще раз говорю, почему нужны эти чистки? Казалось бы, мы же не можем как бы брать топор и пойти всех, знаете, затыкать, всех, кто лишнее говорит и так далее. Нет. И времени нет на это, и сил нету, и вообще люди, которые этим занимаются, они же бездельники. У них очень много свободного времени, они могут себе это позволить. А ты, у тебя там семья, ребенок, там, скажем, кошки, собаки, дела, канал, не знаю, и так далее. То есть у тебя нет времени постоянно этих людей затыкать, что-то делать. Поэтому что самый эффективный метод? Согласна, Иван, топор эффективный метод, за это сажают. А здесь вот можно просто, делая чистки, затыкать их до того момента, пока они не обессилятся. И один момент. Запомните, вот в магии все так устроено, пока ты борешься, пока ты злишься, пока у тебя есть эмоции, весь процесс идет медленно. Как только ты перестаешь вообще о них думать, обращать внимание, то есть отсекаешь, для этого нужно время. Для этого нужно время, чтобы это все отсечь и как бы, ну, закончить. Как только отсекаешь, не обязательно ведьма ты или простой человек, который просто
чистками спасает себя. Силы возвращаются обратно, эти силы, которые, ну, этот посыл. И у этих людей начинаются бедствия, реальные бедствия. Потому что пока ты злишься, пока ты борешься, что ты говоришь силам? Ты говоришь, я сама справлюсь, я пока воюю, но они отходят в сторону и ждут. А как только ты отпускаешь эту ситуацию, это слово «отпусти ситуацию», она может быть заезженная, такая пластинка, но она реальная. Отпускать ситуацию – это значит отдать в руки сил. Все. Ты сказала, я все, что нужно было, сделала. Теперь можете делать, что вы хотите. И вы увидите, как они получат. И самый главный результат, что ну ничего у этих людей не получается. Можно, конечно, провести. Я эфир сохраню. Я же не только сейчас провожу. Я же вам сказала, сейчас мы вместе проводим, оно сильнее просто. В повторе уже, в записи, это вы сами должны будете делать. То есть здесь уже не будет общей энергии, да, всех нас вместе взятой. Я не скажу, что получится хуже или меньше, но, по крайней мере, так удобнее. Просто так лучше, когда мы все... Вот представьте, 3789 человек. Мы сидим и проводим. Это одна энергия, направленная в цель. Она сильнее получается, понимаете? И в отличие от Кошмаровского, как я его люблю, мы не кошмаровские. Нельзя через экран лечить людей, через экран со всех порчи снимать, не знаю, там... Вы сами должны это делать. Но когда все вместе, во-первых, это стимул, во-вторых, это все вместе собранная энергия, которая направлена в одну сторону, нацелена. Поэтому старайтесь как бы почаще участвовать. Ну, я сейчас не буду вам давать слово, но постараюсь, очень постараюсь уже чаще делать, немного как-то свободного времени больше появится, как только. И еще раз сделаем так же. Мне прям хорошо стало, аж болтать стало больше. Смотри теперь, какая хренотень. Лепешка. Вы видите, вот просто мерзость. Вот ради интереса, вот возьмите просто как-нибудь свечу, покапайте в обычную воду. Просто, без никаких слов, ничего. Просто капайте воск в воду, и вы увидите белый воск, то есть, ну, вот и желтые эти все, как бы, восковые. Там все что угодно. Они принимают всякие разные формы, и все. А вот когда вы чиститесь, это такая мерзость выходит, как будто вот блевотина вылезла. Вас может затошнить. Смотрите, прям черви как сплелись в одну кучу. Фу, гадость. Вас может затошнить. У вас может быть понос, головокружение. Сейчас вы со мной проводите, но желательно потом, например, завтра, послезавтра еще раз повторить. Прям в одиночестве сесть, концентрироваться. Хотя сейчас, вот, ну, то, что мы с вами сделали, это тоже очень... Да, можно и черные, уже сказал. Это тоже очень, как вам сказать, большое дополнение ко всему. Так, давайте теперь еще раз я и Яна. Нет, и вы. Давай. Все, я вам приготовила его. Нет, это тебе надо теперь делать. Как Давай. так-то, блин? Нельзя крутить за других. Давай. Мы же крутим для чего? Энергию передаем свою свечам. У нас больше ничего не осталось. Ну, не осталось ничего страшного. Ты сделай, и на этом завершим. Ничего вот страшного. это я глупость завершила. Ну, какая разница? А я для вас крутила. Нельзя. Вот мы крутим, это означает, что мы Вы меня передаем энергию. заболтали. Ничего страшного, я пока буду объяснять, принесешь мне еще свеч, если недалеко. Нет, недалеко. Ну, тем более. Да вы пока объясните, я схожу. Нет, ты сейчас покапай спокойненько и не переживай. Ну, свечи, когда вы крутите, вы передаете вот вся ваша энергия, оболочка, вот вся эта черная, темная энергия, которая, ну, нездоровая энергия, она передается прямо, ну, этим свечам через ваши руки. Через руки проходит наша энергетическая вот эти зоны, понимаете? Так, еще раз над головой. Угу. Так, и начали. 6 свечей вместе свиты, перевиты, да ими дела моих врагов перебиты, да ими злые умыслы разбиты, да дела врагов моих пустое дно.
чтобы их в бездну да в мрак унесло, а дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча сгорит, а воск растает. Так и враги мои отступают, так и дела их в огне яром сгорают. Все ваши опои, да окормы, да злые разговоры, да что шептали мне вослед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне яром сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад забрал. Огонь горит, древняя сила зрит. Мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад отправляет. Гори, огонь ярой силой, бери свечи как откуп и подношение. Да будет благим мое очищение. Дороги мои откроются отныне. Я не свечу сжигаю, я души врагов в огне сжигаю. Дела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло, без отката, без возврата, во 100-кратно заклято. Отлично. Капы еще раз читай. Так. Ой. 6 свечей вместе свиты, перевиты, да ими дела моих врагов перебиты, да ими злые умыслы разбиты, да делам врагов моих пустое дно, чтобы их бездну да в мрак унесло, а дороги их перевязаны, а сами они к этим свечам привязаны. Свеча сгорит, а воск растает, так и враги мои отступают, так и дела их в огне яром сгорают. Все ваши опои, да кормы, да злые разговоры, да что шептали мне вослед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне яром сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит, обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит. Прям ветер поднялся. Угу. Мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам моим назад отправляет. Гори, огонь ярой силой, бери свечи как откуп и подношение. Да будет благим мое очищение. Дороги мои откроются отныне. Я не свечу сжигаю, я души врагов в огне сжигаю. Дела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло, без отката, без возврата, во 100-кратно заклято. Хочу объяснить, что на самом деле со стороны кажется такие сильные слова, да, сильные, красивые, сложенные слова в стихотворной форме. Но вы поймите, оно работает так, что для вас невидимо. Вот вы не видите, читаете, да, вы не понимаете, что будет, как будет. Вы просто отдаете силам, и все. А на самом деле, смотрите, сколько всего связанных вещей. Огонь. Одну истину связываем с другим. Огонь горит, и ваши дела горят, да, без отката, без возврата. А потом вы просто в материальном мире, то есть вот все ментальное, сказанное в словах, она переходит в дела. Потом вы в материальном мире видите то, что происходит. Или, например, вот как вам объяснить? Вот, например, когда дождь останавливается, вот вы видите физическое проявление магии.
То есть я читаю, дождь останавливается. Конечно, дождь вечно идти не будет, он может идти часами. Но здесь, как только читаешь, останавливается через там пару минут. Это о чем говорит? Что эти слова обладают силой. Ребенку начитываешь, у него останавливается грыжа. Что это означает? Это означает, что сила слова дает результат. Точно так же и чистки. Вы начитываете, вы в тот же момент не видите, что с вашими врагами стало, что там они в обморок упали, умерли, что там случилось. Но через некоторое время начинаете узнавать, что у человека начались проблемы и прочее, и прочее. И еще раз хочу вам сказать, что это не порчи, когда вас пугают, что это нехорошо, а вот откаты будут и все. Спрашиваю, вы порчу насылаете на кого-то из-за того, что там он лучше живет или умнее вас? Нет. Вы что, пошли в могилу, закопали фотографию или что вы сделали? Ничего. Вы даже имя не называете. Вы даже имена не называете людей. Вы просто говорите, все, кто мне делает зло. Вот кто делает... Вот у меня собака ходит, да, например, по огороду, вообще по двору. Кто залез в мой огород или на мой двор, полез через забор, не знаю ли как, того эта собака кусает. Я не знаю, кто полезет, но я строю забор. Я не знаю, кто именно, как его будут звать, или будет ли когда-нибудь такой или нет. Понимаете? Вот собака ходит и кусает того, кто залез сюда. Я не говорю, иди кусай там Петровича или Василия Ивановича, если встретишь. Нет, она охраняет меня, она будет кусать любого, кто туда зайдет без предупреждения, кого она не знает. То же самое возврат, порчи и прочее. Мы не говорим, идите там такие-сякие, чтобы вас там, чтобы вы провалились. Нет, мы говорим, кто нам сделал зло, ведь силам виднее. Заберите обратно, отдайте этим людям, и все. Если мы сделали кому-то зло, и кто-то начитает, все вернется нам. Если мы там сидим, например, видим, что человек в красивой шубе вышел из дома и говорим, да чтоб ты, блин, сдохла, не доехала, значит, со временем нам вернется. Я всегда объясняю людям, что вы, делая гадкие вещи, да, отправляя нехорошую энергию, грязную энергию, вы не понимаете, что вы... Какой у нас смешной огонь. Да. Собирайте на свою голову это все. Потому что время от времени люди где-то очищаются, что-то где-то узнают, как нужно это делать. И очищают просто свою энергию. И все сказано, все эти пожелания, они просто возвращаются обратно. Поэтому никогда в эту глупость вообще не слушайте всякую ересь о том, что если ты себя чистишь, это же все вернется. О чем мы говорим? Полез убийца в твой дом, и ты думаешь, как бы его ударить так, чтобы он там не пострадал сильно, чтобы он вдруг там переломов не было, чтобы человеку операцию не сделал. Мне кажется, тебе похрену. Когда грозят твоей семье, тебе, ты можешь хоть чем ударить и вообще плевать, даже если он умрет. Потому что в этот момент ты об этом не думаешь. Ты думаешь о том, как себя спасти. То же самое. Теперь давай. Сейчас вытащим, посмотрим, какая гадость тут. Структура свечей даже меняется. Просто свеча, покапанная в воду, совершенно другую имеет структуру. Здесь такая зеленоватая. Чей-то. При слове «нос» аж отключилась. Она ж сидит, дежурит. Наша цепная собака. Ладно, все время ее помню, потому что без нее как жить-то? Скучно нам, скучно. Что-то реально скучновато, как-то неинтересно, даже какая-то хрень. Подождите, сейчас. Это надо побольше. Брачный период. Нет, этот, блин, ну как, медовый месяц, ёкаламне. Первый раз встречаем медовый месяц, который проводит в Ютубе. Через 20 лет. Сутками. Это ж какой счастливый брак. Читает, что мы написали. Ой, твою мать. Ой, да, брачный период. Тимона и Пумбы. Она, правда, раскабанела что-то.
Они столько смеются над другими, что сами квадратные стали. Мгм. Каждый день вся побольше. Ой, твою мать. Да. Так, давай. Сейчас крутим. Аж видишь, аж после чистки мне прям энергия появилась, аж хорошо стало. Усталость такая. Но я знаю, что усталость из-за работы, вот эти слои оболочки нашей, которая окружает нас, вот эта ментальная оболочка. Если она начинает пробиваться, если ты устаешь от всего, от этих работ, и как там от работы кони дохнут, да? От всего ты устаешь, понятное дело, что у тебя... Кстати, воду потом можно вылить, можно в туалет вылить, извиняюсь за выражение, если вы в квартире живете, а можно вылить и в огороде, но в таком месте, где вот нету, ну, нет дерева, то есть в таком Ой, месте. да лучше за территорию. Или за территорию, да, лучше туда, в лес. Пойдем даже выльем, покажем, может быть. Потому что там, где вы выльете, дерево может высохнуть. Вылить-то можно, то есть земле отдать, но лучше вот такая вода, она приравнивается к воде, которую купает покойника. Вот до такой степени она грязная и до такой степени. Подождите, я сейчас все вам объясню. Вы для чего собрались? Вопросы задавать. Мгм. Вопросы уже заданы, отвечены. Когда я объявление сделала, я вам объяснила, как, что. Надо было там слушать. Кстати, это объявление потом надо будет удалить за ненадобностью, потому что она не нужна. Ну, чтобы не путать людей, что вот опять, что ли, Сейчас сегодня. подождите чуть-чуть, этот Да. ветер стихнет. У нас ветер поднялся. Вообще, кстати, сегодня вообще не было. Да? Вообще не было ветра. Весь день. И вчера не было. Осенью пахнет уже. Да нет, начитали, вот и начал бушевать природа. Я помню, когда я читала «Поющие заговоры», когда вообще почему-то у меня камера там перевернутая получилась, не могу понять. До сих пор мне неприятно, ну что делать уже. И поднялся прям такой буран жуткий. Ну, Вселенная, открой врата, было сказано. Я не знаю, откуда мне идут такие слова. Новая чистка. Вот не знаю. Да, это новая. Новая чистка. Я не могу вам объяснить. Оно идет мне, я вам передаю. Где-то древних поколений ведьм, да что ж такое. Но дается мне они. Как они. Замечательно. Так, не гасни. Кстати, тем людям, которые говорят, что у них свечи гаснут во время чистки. Это более серьезная вещь. Если гаснут и снова... То есть именно свечи. Здесь-то ветер, понимаете? Если вы рты закроете на секунду и дотерпите до конца, то я вам объясню, куда девать свечи. Хорошо? Потому что я уже 500 раз сказала. Повторяем за мной. 6 свечей вместе свиты, перевиты. Да ими дела моих врагов перебиты. Да ими злые умыслы разбиты. Да делам врагов моих пустое дно, чтобы их в бездну, да в мрак унесло. А дороги их перевязаны, а сами они к свечам этим привязаны. Свеча сгорит, а воск растает. Так и враги мои отступают, так и дела их в огне яро сгорают. Все ваши опои да окормы, да злые разговоры, да что шептали мне вслед, что пожелали мне, все воедино собираю и в огне ярой сжигаю. Кто мне зло наслал, али пожелал, назад забери, без возврата, без отката. От меня ваша скверна отходит,
обратно к вам зло переходит. От кого пришло, к нему и пошло. Кто наслал, тот себе назад и забрал. Огонь горит, древняя сила зрит, мое тело очищает, мою душу обновляет, а зло врагам назад отправляет. Гори, огонь, ярой силой. Бери свечи, как откуп и подношение. Да будет благим мое очищение. Дороги мои открываются отныне. Я не свечу сжигаю, я души врагов в огне сжигаю. Дела их злые разбиваю. Вернись обратно, зло, без отката, без возврата. По 100-кратно заклято. Так, докапаем. Давай. Возьми пока туда. Угу. Можете такое провести несколько дней кряли. Вот этот вытаскивайте. Кладете, как я уже вам сказала, черная материя нужна. Можете свою старую майку. Это уже любого цвета, который вы носить не будете. Ну вот весь этот мусор, спички, прочее, прочее. А теперь открываете вот эти булавки и 3 раза проносите по губам и кидайте сюда. 1, 2, 3. На, еще второй возьми ты. Угу. Я уже рассказала, что... 1, 2, 3. Теперь. Может, пойдем весь процесс покажем, чем рассказать? Ну, можно. Давай. А у нас не будет там виснуть? Не должно. Здесь чуть-чуть иногда. Можно оставить под деревом. Может, и не отнесем. Я просто объясню, да. Оставляем под деревом. Можно на следующий день вести. Не обязательно в этот же. Не поняли, значит, не поняли. Все, мне надоели вот эти вот колхозницы. Канал изучите, после этого будете разговаривать, вообще Пепел от травы спрашивать. тоже сюда можно. Да, пепел от травы можно сюда, просто она не сгорела, поэтому я сюда пока не буду кидать, его можно просто выкинуть. Так, дальше. Булавки. Не поняли? А где ваши глаза? В заднице были, когда я только что это провела? Вот реально уже мне... Я уже выхожу из берегов. Вы чем смотрели только что? Я объяснять для вас не буду. Значит так, это относите. Нужно положить под дерево. А вот эту банку нужно разбить. Да. Вот с этим вот булавками, солью и так далее. Ну, как бы так разбить, чтобы никому не причинить вред. На следующий день можно забрать иголки, но не в этот день. Забрать, выкинуть, если вы переживаете. Значит, ударяйте и говорите: лопнули дела моих врагов. Да будет так. И уходите, пока ничего не нужно, никакой откуп. Когда у вас дела пойдут лучше, когда вам станет легче, в течение недели, 2, отнесете под любое дерево подношение, отнесете водку, откройте, вылейте, бутылку можете забрать, чтобы опять не засорять природу, да? И столько монет, сколько вам лет. Оставляйте, говорите: откупаюсь. Отворачиваетесь и уходите. Все. А вот это вот надо делать, как я говорю, чтобы оно сработало. Поэтому я и сказала,
только в огороде можно, в таком месте, где нет, лучше не надо. Потому что оно, то место, где выльется вот эта вот гадость, в этом месте может трава не расти, и деревья в том числе. Потому что это грязь очищенная. Я надеюсь, что все поняли. Может, пойдем, если будет виснуть, то виснуть. Хрен с ним. Я же объяснила. Бить банку? Да. Не пойдем. Посему. Не надо бить банку. Сейчас соседи выбегут. Ну если только... Давай тогда завтра. Или нет, у меня там сделаем подальше, где лес. Там можно. Но это уже потом. И запомнить надо. Да, запомнить и забрать. Все, дорогие друзья. Я вам все объяснила, сказала. Вместе провели. Нас 3624 человека. Ну и замечательно. Что еще мы хотели? Если есть вопросы, задавайте сейчас. А подсвечник унесли, да? Который? Еврейский. Это я унесла точно. Машинально. Мне сегодня отправили, как ее зовут? Янина, да. Спасибо большое. Но я на днях как раз буду снимать похожий ритуал. И вот этот подсвечник там будет фигурировать. Я вам заодно и покажу. Вот. Ну, сейчас не буду называть. Я сейчас как назову, что я буду делать. Сейчас Да, побегут, какую-нибудь хрень сделает, испортит мою работу нафиг. Пускай сидят себе эти фильтры, рисуют китайские. И все, и затыкаются. Это все, что они должны делать в этой жизни. Ну, еще свои квадратные эти показывать. Ляжки. Так, что за вопрос? Секунду. Тюль в копоти, это потому, что вы возле тюля сделали. Вот о чем речь. Мне кажется, догадаться несложно. Постарайтесь, чтобы ваши алтари были не рядом с окнами, не рядом с... Нужно, помните, пожарной безопасности. Да, потому что вы понимаете, что когда вы делаете такой ритуал, огонь особенно ярый, особенно такой агрессивный. Там не обязательно, чтобы весь воск из банки вытащили. Основное вытаскивайте, чтобы потом это все как бы убрать. Нет, я не буду повторять, что делать с булавками. Там все сказано. И вам очень сильно станет спокойнее. Станет резко легко, собственно говоря. Это откуп или вот это все отнести можете на следующий день. Можете днем, можете вечером, можете ночью. Можете в тот же день отнести, если вы спешите. Вам резко после этих чисток и вообще после того, как я эфир закончу, резко станет легче. Потому что эта атмосфера закончится. Делайте этот ритуал. Он очень сильный и очень эффективный. Ну, в принципе, каждому своя чистка нравится. Есть люди, у которых вот прям выбрали, и они все время... Но это тоже не помешает иногда делать. Но обязательно соберите осколки все, потому что в лесу все-таки люди гуляют. К чему залетает летучая мышь? Ну, если во время ритуала, ну, это вообще-то, скажем так, символ темных сил. Значит, вас услышали. Послушайте меня, я хочу, чтобы вы поняли. Не имеется в виду, что надо идти засорять природу и так далее. Разбейте, просто ударьте, разбейте эту банку, чтобы она все стекла. Но в этот день желательно не забирать. Можете просто собрать в одну кучу, там где-нибудь спрятать, положить. Не забирать в этот день куда-нибудь выкинуть. А на следующий, когда она высохла, стекла в землю, потом можете взять и выкинуть, чтобы, ну, как бы не засорять природу. Но его надо разбить для того, чтобы все, что там внутри собралось, она ушла, вытекла в землю. А иначе чистка будет, как бы сказать, процентов на 70. Да, я оставлю этот эфир, сохраню, и утром будет доступен, и вообще, сколько знаете, есть канал, как столько удобно. будет.
Вот в такой же черный кусок Да, я тоже хотела материи, сказать. вот так разбить, и все осколки будут в черном куске материи, а вода вся выльется. Все, а потом можете это забрать. Это нужно делать, потому что другого выхода нет. Это должно уйти, стекать. Но нет, в мусорке и прочее не стоит, потому что это все-таки ваш дом, вы там живете, и такую энергию нехорошую не стоит оставлять в вашем доме. Его надо вынести. Все. Да, можно перелить стеклянный, потому что вы его должны разбить. Но я уже сказала 500 раз, все достаточно, я думаю, да? Почему, что? Вот так надо. Если вам это не нравится, если вы не можете, если вас это не устраивает, проведите другую чистку, где этого делать не нужно. Можете возле дерева разбить, можете возле камней разбить. Просто ударьтесь, чтобы она хотя бы треснула, чтобы оттуда вытекло все. Все. Чистку проводим только ночью или вечером, когда солнце село. И это тоже уточню. Ну, если есть какие-то детали, потом Яна будет записывать, она все напишет. Все, дорогие друзья, стало легче, спокойнее. Монеты любые, любого достоинства, можно разные. Но те, что в обиходе. Да, те, которые... А то достанут сейчас из бабушкиных сундуков советские эти монеты, рубли. Они не нужны, они антикварные. Но я не думаю, что вы времен Екатерины Великой монеты тоже будете туда относить. Поэтому отнесите то, что вам сказано. У кого нет монет в стране, отнесите камни. Уже было сказано об этом. Различные камни, маленькие, купите для этого случая и откупайтесь вот этими камнями. Все. Ой, все, я больше не хочу одно и то же говорить. Пересмотрите, узнайте, что куда кинуть. Сказала миллион раз опять то же самое. Все. Всем удачи, а мы пошли по делам. У нас еще много работ. Ой, надеюсь, все будет хорошо. Да. У некоторых. Но это шутка, конечно. Как там, Киргуду, да, Бамбармия. Всем удачи и убирайте этот лишний хлам из своей жизни. Очищайте, не нужно это таскать на себе. Всем всего хорошего. Все.